Всем привет! Сегодня мы будем заканчивать нашу куколку. Что мы сегодня будем делать? Мы свяжем носик, утянем глазки, сформируем ротик, пришьем волосы и соберем все детальки. Начнем мы с того, что будем вязать носик. Вяжется носик просто. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без знаки, да? 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо и делаем один ряд без изменений. Просто 6 столбиков провязываем. Вот, связали вот такой вот носик. Отрезаем для сшивания нитку, вытягиваем петелечку последнюю и будем ею пришивать наш носик. Носик пока в стороночку. Теперь нам надо делать утяжки глазкам. Берем тоже иголочку, нитку такого же оттенка, можно потоньше, к примеру, мулине в 2-3 сложения, чтобы выдержало стягивание, вот это вот напряжение. И вводим вот в это отверстие, вводим и выводим нашу иголочку вот сюда, под глазиком, выводим. Оставляем хвостик под головой. Вот этот. Дальше через столбик вводим иголочку, опять же под глазиком. Почти под глазиком, можно, если возможности, прям под глазик пролезть, то было бы неплохо. Вводим и выводим в следующем глазике. Также на таком же расстоянии выводим иголку нашу. Это, конечно, немножко будет сложновато, но можно постараться, и все получится. Вот. Мне сложно руками, я помогаю себе плоскогубцами. Протягиваем. И также через петелечку вводим нашу иголочку и выводим вот сюда обратно. Выводим. Вот, вывели. И теперь стягиваем эти два кончика. Стягиваем так, чтобы утянулись глазки наши немножко. Сильно не вытягиваем, так слегка, чтобы они туда упали. И завязываем здесь узелочек. И все, и глазки наши так и останутся. Все, связала. Сделала я узелочек. Все, оно там держится. Можно на всякий случай, если вы сомневаетесь, просто эти кончики привязать за петелечку. Сделать так, скрытый угол, этот узелочек где-то здесь. Связать, чтобы они не убежали туда. По идее, не должны. Вот их плотно держит наполнитель. Отрезаем вот так вот. Главное не отрезать нашу ниточку, которую будем сшивать. Вот. Отрезаем, прячем туда. Вот, утянули глазки. А теперь можно пришить носик. Примерно мы находим ему положение где-то под глазками, наверное. Чуть-чуть выше глазок можно под глазками. Скорее всего, вот последний ряд под глазками, который у нас, да? Вот мы ему параллельно так вот посерединочке и пришиваем.
Наполнять ничего не надо. Он сам плотненький такой, так как мало рядов. Пришиваем вот так. Кстати, вот этот вот хвостик, который надо будет здесь привязаться, да, чтобы он не разошелся, кружочек наш начальный. Вот им как раз и можно будет заполнить. Так вот да, запихнуть, и все. И больше ничего не надо. Пришила я носик, зафиксировав при этом вот такой вот иголочкой посерединке, зафиксировала вот так вот, чтобы вот у меня не ездил, и пришила. Теперь вышиваем бровки. Находим для них место, как мы будем вот так вот, либо вот так вот, ну как хотите, да. Вышиваем бровки, реснички точно так же. И все наши ниточки выводим сюда, которыми будем вышивать. Будем иголочку отсюда выводим сюда, делаем как бы полосочку. И так вышиваем. Сейчас покажу. Так как у меня иголка не длинная сильно, я что делаю? Я ввожу сюда иголочку, вывожу примерно где-то в любом месте, только между столбиками, чтобы не попасть в столбик, вывожу между столбиками. Вывела. Вот оставляю здесь хвостик такой, который мне пригодится для того, чтобы связать узелки. Затем туда же ввожу аккуратно, чтобы не зацепить эту нитку. И примерно нахожу то место, где у меня будет начинаться бровь. Может быть, так вот. Начнем здесь, выйдем. Вот. Вывожу сюда иголочку. Вот, и сюда. Затем точно так же где-то здесь, наверное, и вторую иголочку где-то здесь, может быть, чуть-чуть ближе сюда. Можно приложить просто кончик, чтобы было понятнее. Вот так вот. И благодаря этому кончику воткнуть наши иголочки, ну, которые мы будем, благодаря им будем мы это ориентироваться. И вот так вот сюда выйдем. Вот. Сюда, наверное, чуть ближе надо будет, здесь где-то. И сразу будем делать реснички. Я сделаю 2 реснички. Вот. Вышила я глаз, реснички и бровки. Делаем здесь узелочек. И отрезаем. Нитки эти прячем. Вот дальше нам надо теперь сформировать ротик. Его мы будем сюда, наверное, с центра головы подтягивать. Берем опять же этот цвет пряжи. Итак, утягивать мы будем в ряд, значит, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5 от носика. Вот 5-й ряд. И примерно уголки у нас будут здесь один уголочек ротика.
быть где-то здесь, да, симметрично, так, чтобы близко. Вот, утягивать будем. Мы даже по глазкам можем посмотреть. Вот так вот приложить линеечку. У нас как глазик идет. Вот его край глазика у нас будет уголочек рта. Так, значит, что мы делаем? Мы вводим иголочку сюда, в середину, и нам надо вывести сюда. Выводить будем мы также постепенно, так как иголку, если у вас длинная иголка, то вам хорошо, вам повезло, вы сделаете это сразу. У меня она короткая, поэтому я буду подводить иголочку постепенно. Оставляю хвостик. Дальше идем. Главное не иголочку вдеть в столбик. Вот, значит, смотрите. Мы будем вводить иголку, обводить столбик наш. Вот мы вывели рядом с иголочкой. И обратно сюда мы в голову придем. Как бы этот столбик, ну, через столбик вводим иголку. Через столбик. Ну, один столбик, вернее, обнимаем, можно так даже сказать. И идем обратно наверх. Идем обратно наверх. Здесь я выведу не в серединку, куда вводила, а через столбик. Для того, чтобы мне натянуть и привязать. Теперь что мы делаем? Мы этот уголочек немножко натягиваем. Вот видите, чуть-чуть. Натянули. Вот и формируется сразу щечка. Привязываем. Здесь нам ничего страшного нет, так как мы потом это место спрячем волосами. У нас тут волосы будут, поэтому вот так вот стягиваем и делаем узелок. Ниточки спрячем, узелка не будет видно. Сделали. Со вторым уголком рта делаем то же самое. Также вводим крючочек в серединку. Выводим. Выводим к уголочку. У меня даже с двух попыток не получается попасть. Туда иголка короткая. И сюда делаем то же самое. Обнимаем наш этот столбик, который мы воткнули. Маем и выходим наверх. Так, вышло. Здесь, значит. Ходим также не туда же, а рядом.
через столбик, натягиваем чуть-чуть, и получается у нас вот такой вот как бы ротик. Сильно не натягиваем. Там еще, может быть, я добавлю, тут у меня стянулось все. Добавлю еще наполнителя. Завязываем. Отрезаем и прячем. Просто прячем наши хвостики. Так вот беремся, чтобы не зацепить наполнитель. Отрезаем лишнее. Точно так же. Короткое мы ее там и оставим. Вот так вот. Все. Мы сформировали уголочки. Здесь немножко я сейчас дополню наполнителем, где у меня тут помялось все. И продолжим дальше. Итак, продолжаем мы сшивать нашу куколку. Падает. Дальше мы пришиваем волосы. Вспоминаем, где были наши прибавки, 3 прибавки. Здесь это у нас будет серединка, между глазками ложим волос так, чтобы эти прибавки у нас попали посередине. Это так, как бы, вроде челочки, что ли. Натягиваем хорошо. Ну вот и смотрите по волосам, как они должны лежать. Чуть-чуть приподнять можно. Так не сильно, чтобы. Все остальное натягиваем на затылок. Вот так где-то у нас получается. Теперь что мы делаем? Мы берем иголочку. Если есть в цвет, то это замечательно. Я не нашла у себя ниточки в цвет волос, поэтому взяла белую. Надеюсь, что не будет видно. И будем мы пришивать вот так вот по краю наши волосы. Сейчас я здесь где-нибудь сделаю соединение. Узелочек свой спрячу где-то здесь. Так вот я соединю. Вот и начинаем. Пришиваем аккуратненько по кругу. Каждый столбик желательно пришить, чтобы волос с края лежал плотно. Ну, шить
все знают, как это делается. Так вот мы вяжем. Простите, мне все уже вяжем. Пришиваем. Так вот по кругу пришиваем наши волосы. Вот я пришила волосики. Потом мы их заплетем в косички. А теперь мы будем пришивать голову к телу. Помните, да, что вначале я показывала, что нам нужен будет такой стержень для пистолета, который мы будем вставлять в тело. Я палочкой такой немножечко раздвину место, так как стержень мягкий, будет сложно его вставлять. Вот так вот я его вставила. И не чуть-чуть, может, обрежу я. Туда. Сильно уж далеко, чтобы в голову не вставлять. Также я в голове сделаю отверстие для пистолета посередине. Раздвину синтепон. И вставлю. Так, немножко сложненько. Так вот. Вот, вставили. Теперь будем пришивать голову к шейке. Мы шею немножечко вставим в голову, наверное. Так, хотя у нас на шее больше петель, чем на голове. Поэтому сейчас я одену иголку сюда. Итак, можно попробовать зафиксировать булавочками, чтобы не ездила головка наша, чтобы она хотя бы в одном месте ее зафиксировать, чтобы мы посередине пришили. Хотя бы вначале зафиксируем. Так, как мы будем пришивать? Мы будем брать за... Не так вот за петелечки. Видно, да? Не так, а вот так. Будем хвататься за петельки. Так, во-первых, будет попрочнее и не будет вытягиваться петля. Взялись здесь. И на голове точно так же будем браться. На голове будем также браться, но не здесь, наверное, мы будем пришивать. А вот этот вот ряд не в начале, а сзади. Ну, то есть получается за первым рядом, за первый ряд мы возьмемся вот так вот за ножку столбика. Дальше следующий столбик обнимаем. Заберу эту иголку, а то она колется, мешает. Самое сложное — это начать. Главное
постоянно смотреть, чтобы наша голова не пришилась боком. Вот. И так вот за ножки. Так, проверяем, правильно ли мы шьем, чтобы наша не съехала в сторону. Так, вроде правильно. Ну вот, так пришиваем по кругу. Когда почти дошьете до конца, оставьте пространство немножко, и дополнить надо будет синтепоном шейку. Так, пришили мы голову. Теперь сделаем, я обрезала, вот, выровняла волосики здесь, сделала их поровнее, ровно. И сейчас сплетем косички, чтобы они нам, во-первых, не мешали. Сделаем косички. Вот, заплели косички, я потом еще подровняла кончики, чтобы выглядели аккуратнее. Теперь нам надо пришить руки. Здесь у нас есть переход. Вот, и мы его, ручки приложим этим переходом, чтобы его не было видно, внутрь. Прикладываем вот так вот ручки параллельно ножкам. Чуть-чуть вперед выведем, а пришивать будем параллельно ножкам. Так, фиксируем наши ручки иголочками. Вот. И пришьем одну и вторую ручку. Вот куколку я одела, сделала румяна немножко, губки, беретик, шапочку, можно ее одеть как шапку. Так вот. Балерошка. Вот такая вот куколка у нас с вами получилась. Спасибо, что вязали вместе со мной.